Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Покажу вам сегодняшний улов. Удалось найти не так много, но мешочек, как видите, дешевый, всего $3, $2,98 он мне стоил. Увидела интересные тут вещицы. Надеюсь, что содержимое гораздо дороже той суммы, которую я заплатила за этот мешочек. Кто не знает, мешочки я эти ищу на свалках, называю их иногда помойками, кто-то возмущается, но это на самом деле свалки, туда приносят люди бесплатно какие-то вещи, все, что им не нужно, сваливают в контейнеры и уходят. Это все дело такое бесплатное, затем их как-то сортируют, группируют и по вот такой смешной цене распродают, чтобы, как говорится, добро не пропадало. Да, и начать видео хочу с тех вещиц, которые показывала вам в прошлом видео. Минутку вашу займу перед распаковкой мешочка. Показывала вот эту цепочку. На этой цепочке был вот этот вот кулон. В общем, покажу сейчас переделку, все, что придумала с этим сделать, с этим украшением. В общем, подобрала я под эту крупную цепочку вот такую камею. Немного отличаются оттенки металлов, но по стилистике, мне кажется, по размерам я долго не могла подобрать вот под эту камею кулон что-то такое подходящее, стоящее, какая-то мелкая цепочка бы сюда не подошла. Показывала я вам эту камею. Она стеклянная, великолепная. Любуюсь сейчас вместе с вами в хорошей красивой оправе, но была она без цепочки. Вот эта цепь местами похожа, оттенок металла здесь, похоже, просто немного стерся. В общем, что вы думаете по вот этому поводу, по этой, так сказать, ну, такая не переделка, а скорее всего, нашел ли этот кулон свою цепочку достойную? Жду ваше мнение, впечатление, напишите. Ну и следующую переделку, которую тоже я вам в том же видео показывала, это кулон, который был, вот эта вот кисть из молочного стекла была прикреплена вот к этой крупной цепочке. И я предположила, что сделаю на этот кулон вот на эти бусы. Бусы Мане, маркированные. Ну, так, не буду на этом зацикливаться особо, но, на мой взгляд, удачное, да, сочетание получилось. И по форме похожи сами бусины, и оттенок, и молочное стекло тоже в тему, и оттенок вот золотой фурнитуры, ну, позолоченной фурнитуры, и позолота вот на этих мелких бусинах тоже совпадает. Как вы считаете? Ну, на мой взгляд, похоже прям, что как будто так оно и было. Что вы думаете по этому поводу? Жду ваших мнений, впечатлений. Так, ну и давайте приступим к разбору улова, который в этот раз мне попался. Думаю, что все-таки $3 содержимое этого пакета все-таки стоит. Так что надеюсь я, вернее, на это. Как я уже всегда говорю, есть возможность купить что-то дорого, и у меня тоже так бывало, что я покупала и за $18, и за 15, и за $20 какие-то мешочки находила, а там оказывалась полная ерунда. Бывало так, что и вот в таких вот мелких пакетиках интересные вещицы попадались. Но, как правило, вот в дорогих пакетах я что заметила, есть как-то в довес они что-то ложат, а вот в дешевых как бы нет. Вот вижу, что только одни мешочки. Так, ну и давайте буду брать по порядку мешочки все. Первый мешочек, этот мешочек я заметила сразу. И это мой любимый галиотис. Две подвески. Так, минуточку. Вот, как говорится, галиотис, но в разных исполнениях. Это вот брошь. Да, это брошь-подвеска. Знаю, что это Мексика. Серебро. Мехико. 925. С копирайтом. Тут все как положено. Надо, конечно, почистить. Да, по-моему, это застежка сломана у этой брошечки.
Нет, сказала сломано, а на самом деле нет, так оно и было. Язычка тут не было, по-моему. По-моему, язычка тут и не было. Подскажите, пожалуйста, могу ошибаться. Ну, в принципе, она так держится, но выпадает. Кулон, брошь. Галиотис очень люблю, красивый. И следующая брошь. Такая, это не брошь. Здесь маркировка. Это, так, минуточку. Леа София, моя любимая Леа София. Очень люблю я украшения. Отличаются хорошим качеством, оригинальностью исполнения, натуральностью материалов. И здесь галиотис тоже, но под пластиком, под люцитом залитый. Но тоже очень красивый. Очень красивый. Посмотрите, они даже по оттенку отличаются. Но очень красивое украшение. Так, простите. Идем дальше. Маленький такой пакетик. Тут вижу, на нем цена на самом украшении есть. Так. Стоило это когда-то $1. Так, хочу убрать. Ну, часто бывает, что именно вот под наклейкой скрывается маркировка. Почему-то они так заклеивают. Но здесь я вижу, что ничего такого подобного нет. Так. И это такая цепочка. Вот, кстати, много украшений, которые, вернее, много кулонов, которые ждут своей цепочки. И у меня есть, кстати, и много... Я опять на эту камею смотрю. Нет, все-таки камея больше вот к этой цепочке подходит. Но у меня много камей. Здесь есть ли маркировка? Маркировки я не вижу. Если вы видите, пожалуйста, подскажите. У меня много украшений, кулонов, да, которые действительно требуют цепочки. Сейчас попробую что-то подобрать, найти. Так, ну вот камеи какие у меня есть. Сейчас я вам покажу. Ну, здесь броши камеи. Здесь вот это вот камеи, ну тоже по оттенку не подходят. Так что подходящих из того, что у меня сейчас есть, я не вижу. Так что будем искать, да, возможно, какой-то другой кулон подойдет. Так, ну а мы идем дальше. Следующий мешочек. Так, идите сюда. И даже вижу, что предположительно пойдет на шедевр. Вот такой мешок. Стоил $1 когда-то. Здесь эмалевые серьги. Кстати, вот такие серьги мне очень нужны. Люблю менять серьги, украшения под одежду. И вот эти вот эмалевые серьги, они всегда, кстати, летом востребованы. Так, ну первые вот это обычные эмали полукольца. Ну, как правило, на них маркировки не бывает. Это, по-моему, что-то... Это керамика. Такой интересный цвет. Здесь, видите, даже есть немножко скол, по-моему. Я сказала керамика. Нет, это металл. Видите, здесь скол, и видно, что это металл. За ногти, мои дорогие, не пишите. Отдыхают мои ногти после гель-лаков. Еще немножко, и, как говорится, будет вам новый маникюрчик в видео. А вот такая интересная тоже парочка. Ну, приятно, что они все по парам, да, не одиночные, тоже одиночных много. Таких вот, такой интересный цвет, лавандовый, красивый. И, кстати, когда вот в одежде серьги под цвет одежды, да, или под цвет макияжа, это выглядит очень здорово, тем более вот необычная форма. Летом я люблю подобные сережки носить. Всегда освежает. И последние серьги, эмаль. Но вот эти мне кажутся более такими интересными. И у меня сейчас идея возникла. Посмотрите, они уж очень похожи. Так, вот эти давайте уберу. На морской стиль. Как вам? У меня есть украшения в морском стиле. Коллекция там собирается. Сейчас, минуточку. Такой
такой брошь, катер. Такой катер. Вот такие якоря. Серьги. Думаю, что вот это тоже вполне подойдет к этой теме. Так что морская тема у меня тоже пополняется. Как вы считаете, подходят ли эти серьги к морскому стилю? Мне это как-то напоминает типа спасательные круги, вот что-то такое. Как вам? Напишите, пожалуйста. Я стараюсь собирать украшения в коллекции, чтобы одиночных, конечно, тоже очень много, но когда они собраны в одну тему, в один стиль как-то, я уже пробовала по-разному комбинировать и организовывать хранение украшений и по, как сказать, по компаниям, по маркам, в общем, по-разному. Так, ну и вот сегодняшний предположительно шедевр. Когда-то стоил $2, $1.88. Такая великолепная брошь. Какие красивые кристаллы. К тому же это старая брошь. Видите, плечики. Маркировки не вижу, но она такая тяжелая. И по ощущениям она из такого металла, как чугунь. Тяжелый такой сплав, и он хрупкий. Так что если вот такие броши как-то имеют там или трещину, или что-то, то восстановить ее, кроме как спайка, невозможно. Смотрю, все ли кристаллики на месте. Так, вижу, что отсутствуют кристаллики мелкие самые. Вот 2 штучки потерялись. Да, ну два кристалла отсутствуют. Ну, как бы я не буду восстанавливать. Они очень мелкие. Это такая возня. Кропотливая очень работа. Очень красивые кристаллы. Ну, зачем бриллианты нужны, когда есть вот такие великолепные кристаллики? Просто чудная старинная брошь. Я очень довольна этим пакетом. И это еще раз подтверждает мой, как сказать, вывод по той теме, что можно купить задешево классные вещи, а можно купить дорогой пакет, и там просто один мусор и лом можно обнаружить. Вот такой сегодня пакет нам попался, мои дорогие. Пишите свои впечатления. На мой взгляд, шедевр сегодня удался. И, конечно, галиотис мой любимый. И, конечно, дополнение в морскую тему меня порадовали. И эта цепочка найдет свой кулон. Так что пакетиком за $3 я осталась очень довольна и жду ваших впечатлений и комментариев. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.